Это черепа, которые оставили после себя немцы на Алтае. Правда, выглядит странно. А это невероятный бомбардировщик Дугласа-20, который подняли со дна моря. По всему миру раскиданы невероятные артефакты времен Второй мировой войны, которые находят до сих пор. Я покажу самые таинственные и необычные из них, а в конце расскажу про Гитлера, который, возможно, спокойненько себе жил в Аргентине после войны. И начну с больших денег. В далеком 1939 году немецкий корабль, покинувший берега Бразилии и направляющийся в фашистскую Германию среди бурных волн Атлантики, потерпел кораблекрушение. Что на нем было? Этот корабль СС Минден был битком набит золотыми слитками. Но, увы, его путь был обречен на провал. Он столкнулся с британскими морскими силами у ледяных берегов Исландии. Легенды гласят, что сам Гитлер приказал капитану отправить корабль ко дну, лишь бы богатства не достались противнику. Многие годы эти сокровища считались безвозвратно потерянными, покоящимися на дне морском в холодном объятии вод. Но в 2017 году команда британских искателей приключений раскрыла тайну местоположения СС Минден. Их настойчивость и любознательность были вознаграждены, когда они обнаружили огромный ящик, переполненный золотыми слитками. Этот клад весом в 4 тонны и стоимостью свыше $100 миллионов стал свидетельством того, что даже самые невероятные истории имеют место быть в реальной жизни. Мне бы такое в местном пруду найти. А что по поводу редкой техники тех времен? В 2015 году недалеко от деревни Тесище в Сенинском районе сделали необычную находку. Под слоем болотной земли спрятались фрагменты мощного танка КВ-1, названного в честь советского политика Клима Ворошилова. Этот гигант был символом советской мощи в годы Второй мировой войны. 10 ноября началась уникальная миссия по спасению этой военной реликвии. Специалисты из фонда «Память Афгана» совместно с МЧС взялись за дело. Спустя целую неделю усилий они добрались до самого сердца находки, извлекли башню и части корпуса из-под 3-метрового слоя грунта. Почему так долго, спросите вы? Они пытались сохранить максимальную целостность всех деталей находки, ведь танк действительно редкий. Эти фрагменты были осторожно перевезены в Минский район, в линию Сталина, историко-культурный комплекс. Там эти части старого воина предстояло восстановить и представить публике как живое напоминание о прошлом. Эта операция не просто спасла кусочек истории от забвения, но и дала людям возможность взглянуть на один из самых редких экземпляров оружия, которое когда-то внесло свой вклад в Великую Победу. А хотите немножко мистики? Анненербе, возможно, самая мрачная организация в структуре СС, изучала оккультизм и паранормальные явления. В их сфере интересов были древние загадки и радиоактивные минералы Кавказа. Похоже, что немцы могли искать не только древние знания, но и золото Кубанской Рады, потерянное во время гражданской войны в России. Операция Эдельвейс – известный факт истории, но тайные миссии в Адыгее до сих пор окутаны мистикой. Немцы, вероятно, искали нечто весьма значимое, что могло бы изменить ход войны, учитывая масштабы их экспедиций и экспериментов. Анненербе было заинтересовано в живой воде из Абхазии, воде, чьи свойства идеально подходили для создания кровяной плазмы. И даже планировалось строительство подводных туннелей для транспортировки этой воды в Германию, но планы были сорваны войной. Среди найденных артефактов в горах Адыгеи наибольший интерес вызывают два необычных черепа, отличающихся от человеческих. Это открытие бросает вызов нашему пониманию биологии и археологии, ведь по всем признакам эти черепа не принадлежат ни одному из известных науке видов живых существ на Земле. Их уникальная структура и форма поражают воображение и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно, эти черепа свидетельствуют о существовании неведомых науке древних или даже внеземных цивилизаций, о чем давно гадали исследователи паранормальных явлений и уфологи. Или же они могут быть результатом неизвестных генетических экспериментов, проводимых тайными обществами, такими как Анненербе, в погоне за созданием сверхчеловека или изучением мифических существ. Немаловажно и то, что наличие этих черепов вместе с загадочным чемоданом Анненербе, который был украшен странными рунами, может указывать на связь между немецкими исследованиями оккультизма и попытками научиться использовать и даже контролировать
сверхъестественные силы во время войны. Хорошо, что в этом они не преуспели. Ну и куда без легендарного танка? В украинском селе Долгенькое случилась удивительная находка. Были обнаружены останки легендарного танка Т-34, одного из 3 уникальных образцов, выпущенных в начале Великой Отечественной войны. Должен заметить, что поиск этого раритета был не из легких. Команда военных археологов буквально ощупала каждый уголок местности вокруг села и даже вступила в конфликт с черными копателями, которые промышляют продажей таких реликвий на металлолом. Но ключевую подсказку дали местные жители, помнящие давние времена. Они рассказали, что в 1942 году в ходе ожесточенных боев экипаж был вынужден подорвать танк, который в итоге ушел на дно болота. С помощью высокотехнологичного оборудования, способного ощутить металл на значительных глубинах, археологам удалось обнаружить фрагменты этой боевой машины. Первые части Т-34 были извлечены из грязевой постели болот более 2 лет назад, а его мощная броня и внушительная башня только к осени 2010 года. Но и в итоге эта находка попала в музей. А что скажете про сало времен Второй мировой войны? Да, представьте себе, я не шучу. На берегах Сент-Сайрус в Шотландии сохранилось уникальное свидетельство истории, пережившее десятилетия. После штурмовых волн на песчаном берегу нашли огромные куски свиного сала, прибывшие из глубин Второй мировой войны. Эти куски, имеющие форму деревянных бочонков, в которых они предположительно и были упакованы, стали напоминанием о далеких событиях прошлого. Все началось после того, как в разгар военных лет бомбежка отправила на дно моря торговое судно, груженное этим жиром. С тех пор, как только разыгрывается шторм, море возвращает к жителям берега частичку затонувшей истории. Местные, привыкшие к этому удивительному явлению, говорят, что, несмотря на десятилетия в соленых водах и образовавшуюся корку из ракушек, сало осталось удивительно хорошо сохранившимся и даже пригодным к использованию. Во время войны, когда каждый кусочек еды был на счету, такое блюдо было просто бесценным. Оно становилось важным подспорьем в трудные времена, хотя сейчас выглядит не так уж и аппетитно. Но иногда находки могут быть и очень опасными. В 2014 году Британию потрясли мощные штормы, которые не только вызвали разлив реки Темза, но и неистово напугали людей. На одном из пляжей обнаружились 244 бомбы, залежавшиеся на дне берега со времен Второй мировой войны. Эти смертельные артефакты прошлого представляли собой опасный коктейль из немецких бомб и остатков боеприпасов, использованных в военных учениях британской армии. С похолоданием погоды в середине декабря 2014 года стихия начала постепенно выбрасывать этот опасный клад на берег. Почти каждый день в южное подразделение подводников Королевского военного морского флота поступали сообщения о новых находках, что вызывало беспокойство и тревогу среди местных жителей и отдыхающих. Военные специалисты приступили к тщательной и аккуратной работе по обезвреживанию а также утилизации этих опасных предметов, каждый из которых, кстати, мог представлять серьезную угрозу для людей и окружающей среды. Тем не менее, вопрос о том, сколько еще не разорвавшихся снарядов может оставаться под песками и в водах вокруг, остается открытым. И самое главное, не стоит сразу хватать то, что вы вдруг нашли на берегу, ведь даже отсыревшие снаряды могут рвануть, так что будьте аккуратнее. В сентябре 2021 года на берегах Волхова в Новгородской области произошло удивительное открытие. Из водной глубины был извлечен затонувший немецкий военный тягач времен Второй мировой войны. Поисковый отряд «Находка», первоначально отправившийся на поиски советского танка Т-34, обнаружил совсем другой трофей – немецкий армейский тягач SD-KFZ-8. Эта находка стала результатом детального изучения и погружений водолазов, которые, несмотря на первоначальное разочарование отсутствием Т-34, не потеряли энтузиазма и продолжали обследовать местность. 25 сентября с помощью специализированной техники тягач был аккуратно поднят на поверхность. К удивлению всех, 80 лет под водой не смогли полностью уничтожить эту военную машину. Ходовая часть, большая часть корпуса и даже радиатор остались целыми.
целыми, что является редкостью для подобных артефактов. Кроме того, среди металлических останков был найден немецкий солдатский ремень, который помог определить принадлежность тягача к определенной части вермахта. По предварительным данным, этот тягач ушел под воду во время зимних боев 41-42 годов в районе населенного пункта Селище, когда Красная армия совершила успешное наступление, оттеснив немецкие войска за Волхов. Интересно, что вместе с тягачом на дне реки были обнаружены около 40 противотанковых ежей, что говорит о большом масштабе военных действий в этом районе. В Краковском музее авиации недавно состоялось событие, достойное упоминания на страницах современной истории. Была проведена операция по подъему обломков знаменитого американского бомбардировщика Дуглас А-20, обретшего свой последний приют на дне Балтийского моря во время Второй мировой войны. Этот самолет, являющийся редким экземпляром военной авиации тех лет, стал бесценным дополнением коллекции музея, ведь на всей планете сохранилось лишь 12 подобных аппаратов. Да уж, действительно редкая находка. Операция по извлечению самолета из морских глубин была крайне сложной и требовала от организаторов и участников высокого профессионализма и точной координации действий. Это был не просто подъем металла, а восстановление части истории, возвращение из небытия героя прошедших военных лет, свидетеля сражений и далеких путешествий. Каждый фрагмент этого самолета рассказывает свою уникальную историю, а его восстановление и последующая экспозиция в музее позволят посетителям прикоснуться к эпохе Второй мировой войны, познать трагизм и героизм тех времен. Ну и куда же без самого легендарного самолета Второй мировой? Несколько лет назад у берегов Керчи в таинственных глубинах Черного моря исследователи обнаружили потерянный советский штурмовик Ил-2, ставший легендой Второй мировой войны. Этот самолет, сбитый немецкими войсками в 1943 году, десятилетиями лежал на дне, пока не был обнаружен. Лишь 15 июня 2021 года усилиями экспедиции штурмовик был извлечен из морских глубин и теперь покоится на понтонах в Камыш-Бурунской бухте. Несмотря на потерю хвоста и крыльев, самолет сохранился почти целиком, став настоящим сокровищем для нашей истории. Но не только советские или немецкие танки покоятся на дне морском. Сейчас расскажу и про необычную технику союзников. 12 июля 2017 года стало историческим днем, когда из глубин Баренцева моря были подняты американские танки «Шерман», покоящиеся на борту затонувшего в 1945 году сухогруза «Томас Дональдсон». Это событие стало важной страницей в истории военно-морской археологии и восстановления исторических судов и техники. В марте 1945 года, в разгар Второй мировой войны, Томас Дональдсон, перевозивший важный военный груз, включая самолеты, паровозы и танки, был атакован и потоплен немецкой подлодкой Ю-968 недалеко от Кольского залива. Члены экипажа, к счастью, были спасены, но ценный груз ушел на дно, став свидетельством тех тревожных времен. Водолазы-глубоководники провели невероятно сложную и рискованную операцию по извлечению танков «Шерман» из ледяных глубин Баренцева моря. Работая в экстремальных условиях на глубине свыше 50 метров, они тщательно разбирали завалы на палубе и в трюме судна, готовя технику к подъему на поверхность. Работа водолазов была настолько точной и слаженной, что общее время их пребывания под водой, включая спуск и подъем, не превышало 40 минут для каждого участника, хотя такое длительное погружение – это настоящее испытание, на которое решится не каждый профессионал. Ладно, с находками разобрались. А что же там по поводу Гитлера, которого несколько раз видели в Аргентине? И тут мне есть что вам рассказать. Ведь споры вокруг смерти Адольфа Гитлера не утихают уже многие десятилетия. Официальная версия гласит, что в апреле 1945 года, когда Красная армия окружила Берлин, Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере. Однако эту версию оспаривают многие теории, в том числе предположение о том, что фюрер и его жена Ева Браун могли бежать в Южную Америку. Разговоры о возможном бегстве
Гитлера обрели новый импульс после рассекречивания документов ЦРУ, которые свидетельствуют о том, что Гитлер, возможно, был жив и находился в Колумбии спустя 10 лет после своей официальной смерти. Согласно этим документам, в Колумбии была обнаружена фотография, на которой запечатлен человек, похожий на Гитлера, в компании бывшего рядового СС Филиппа Ситроена. Или Ситроена. Простите, я не совсем понимаю немецкие ударения. Филипп Ситроен или Ситроен сообщил агенту ЦРУ, что регулярно встречался с Гитлером после войны. Он утверждал, что фюрер переехал из Колумбии в Аргентину в январе 1955 года. Эти утверждения косвенно подкрепляются тем фактом, что Ситроен действительно ездил в Колумбию в командировке. Тем не менее, большинство историков скептически относятся к этим теориям, подчеркивая отсутствие достоверных доказательств, подтверждающих жизнь Гитлера после 1945 года. Считается, что слухи о его бегстве и последующей жизни в Южной Америке больше похожи на заговоры и мифы, чем на реальные факты. Дебаты вокруг этой темы продолжаются, но официальная историческая версия остается неизменной. Почему? Все анализы, соответствие челюсти в бункере – все это подтверждает гибель Гитлера. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Эхо войны дойдет еще до нескольких поколений. В земле или под водой хранятся останки страшных событий, которые будут находиться там еще сотни лет. Если вам интересна эта тема, то обязательно напишите мне об этом комментарий. Не забудьте, конечно же, подписаться, поставить лайк под этим видео, и тогда я все пойму. Спасибо за просмотр. Пока-пока.